момента выхода Варкрафта прошло кучу лет. Старый Варкрафт создавало много народу. Каждые пару месяцев то и дело появляется новость, мол, ушел старый ветеран Blizzard. Но сколько людей, создававших мир Азерота, по-прежнему работают в компании? Я создал небольшую таблицу, дабы показать, сколько главных лиц Blizzard работали над Варкрафтом и сколько людей остались там работать. Не без помощи соцсетей по типу LinkedIn можно выяснить, кто покинул Blizzard, а кто там по-прежнему остается. Также выделили людей, которые особенно отличились при разработке, но о которых почти никогда не говорят. Начну я не сразу с World of Warcraft. Все-таки мир стратегии Warcraft тоже упускать не стоит. Они внесли огромный вклад в будущее мира Азерота. Первые две части Варкрафта стали еще в далекие 90-е годы легендарными играми. В эти игры играли по всему миру, а их успех позволил в будущем достигнуть неслыханных вершин. Итак, время поговорить о том, кто работал и кто остался работать по сей момент. Я выделю самые основные лица, которые сыграли наиважнейшую роль. Есть определенный перечень лиц, которые просто неизвестны, кем они были, уж тем более кем они являются сейчас. Все, о ком было плюс-минус известно, были собраны в небольшую таблицу. Над первыми частями Варкрафта работала относительно немного людей. Тогда в этом плане все было несколько проще. Не было мудреных эффектов, суперсложного сюжета, невероятных игровых механик. Основные лица — это 20 человек. 20 человек, которые по сути и сделали первые стратегии Варкрафта. Это руководители отделов, главные дизайнеры, сценаристы и так далее. То есть самые главные и важные лица при создании проекта. Прошло уже много лет с момента, как первые стратегии Варкрафта были выпущены. Сколько же из этих людей остались работать? 6 человек. Всего 6 человек из тех людей, которые создавали первые легендарные стратегии, опять же, я говорю про основные лица, остались работать по сей момент. Можно к этим создателям добавить еще одну персону – Алан Адам. Этот человек был одним из основателей Blizzard Entertainment. Однако в 2004 году, незадолго до выхода World of Warcraft, он покинул родную компанию. Шло время, а игра становилась все более успешной. В 2018 году он вновь вернулся в Blizzard на должность исполнительного продюсера. Так что с оригинального Warcraft, если считать Алана Адама, 7 человек. Остальные от создателей сюжета до главы Blizzard Майка Морхейма так или иначе с течением лет покинули родную компанию. Особое внимание заслуживает несколько лиц. Сэм Вайс Дидьер был старшим арт-директором Blizzard. Был по сути одним из первых художников, которые примкнули к компании. Он спроектировал основной стиль первой стратегии, логотипы стратегий Warcraft и World of Warcraft, а также сыграл важную роль в названии игры – Warcraft. Именно этот человек и придумал назвать Warcraft Варкрафтом. Он крикнул это слово Warcraft во время одного из мозговых штурмов перед началом создания первой части стратегии. Также является человеком, благодаря которому появилась раса пандаренов. Еще в древние времена его по шутке называли пандой, так сказать, кличка. Но он это не обиделся, а наоборот, начал это продвигать. Сначала как шутку, он придумал некого пандарена во времена третьего Варкрафта, ставший по итогу реальным героем. А после эта шутка переросла в то, что в World of Warcraft и вправду появились пандарены. Отмечу еще Майка О'Брайена. Этот человек разработал движок для 3D рендеринга для третьего Варкрафта, руководил созданием Battle.net, проработал систему MPQ, которую даже когда-то использовали мододелы, а затем покинул компанию с несколькими ветеранами. Вместе они основали компанию Arena.net и создали MMO-игру Guild Wars. Из тех самых 20 человек, которые прошли через огонь и воду, активная тенденция ухода была в 2016 году. Тогда компанию покинуло сразу несколько ветеранов. Это был конец Дренора, дополнение, которое считается одним из самых провальных. Третий Warcraft ушел в плане прогресса, движка, сюжета, механики гораздо дальше, чем первые две части. Разработка Warcraft 3 была огромным геморроем. Все начиналось с двух отмененных игр, на которые была потрачена куча времени и сил. Затем продолжилось долгим непониманием того, как игра должна выглядеть. Поначалу это было что-то вроде стратегии, где ты управляешь героем и маленьким отрядом, а затем это стало полноценной стратегией с построением базы и созданием героя. Разработка затянулась, и игра вышла на 2 года позже, чем должна была выйти. Ввиду того, что во многих аспектах игра сильно преобразилась, была расширена команда разработчиков, было нанято огромное множество актеров озвучки, появилась целая большая команда по созданию синематиков, добавилась группа программистов и геймдизайнеров, а также тестировщиков. Я выделил 32 человека, которые занимали основные должности и сделали по сути одну из главных работ по созданию игры. Из этой группы людей 16 человек покинули компанию после релиза игры. Покинули по разным причинам.
Кто-то продержался дольше, кто-то ливнул быстрее. 13 человек, создававшие оригинальный Warcraft, по-прежнему работают в компании. 3 человека имеют неизвестную судьбу. Эти 3 человека пусть и внесли огромный вклад, но каких-то здравых упоминаний в интернете почти нет. Если сравнивать эту тенденцию ухода с первыми Варкрафтами, то можно заметить, что перечень людей, которые по-прежнему верны Blizzard, относительно большой. 13 из 32 человек работают в Blizzard, однако кто они? Если в случае со вторым Варкрафтом оставшиеся 7 из 20 были руководителями жизненно важных отделов, то в случае с третьим Варкрафтом, то к этим людям добавляются представители творческих профессий. В основном это люди, которые работали над созданием синематиков для игры. Есть пару человек из этих 32 создателей, которые, думаю, можно отметить. Микки Нейлсон был ведущим сценаристом, работал над Варкрафтом, World of Warcraft, Diablo и Старкрафтом. Является одним из тех, кто начал активно ливать из компании во время Дренора. Написал пару сюжетных книг по Варкрафту и в ноябре 2021 года выпустит книгу «История искусства в Blizzard». Предположительно, ливнул из Blizzard, так как не смирился с руководством Activision. Поэтому, когда он уходил, сказал: «Буду рад с вами работать, но только как фрилансер, работающий, грубо говоря, по контракту, а не полноценный сотрудник». Джон Челфенд создал прототип-концепты таких героев, как Медивh, Король Лордерона, Архимонд. Также создал футмана и синематика Rage of Chaos, на котором даже как пасхалку оставил свои инициалы. Ушел в 2005 году, однако на время вернулся в Гневе Короля Лича, дабы сделать эффекты для синематиков. Теперь настало время поговорить про старый, добрый, ванильный World of Warcraft. Если создание третьего Warcraft было большим геморроем, то создание World of Warcraft было настоящим мучением. Игра делалась с конца 90-х. Преобразилась несколько раз, причем кардинально. Если в начале создания это была простая и понятная ММО, то через пару лет она полностью обнулилась и стала чем-то более-менее похожим на то, что есть сейчас. Для создания ванильной версии Warcraft было нанято кучу сотрудников, однако не сразу. Как я рассказал выше, для третьего Warcraft я выделил 32 человека. Это основные и главные лица. Когда только создавался World of Warcraft, оригинальная команда суммарно состояла из 40 человек. Под конец разработки, если верить некогда главному геймдизайнеру Джонатану Стаатсу, команда создателей увеличилась вдвое, то есть 80 человек. Появились дизайнеры классов, дизайнеры уровней, расширилась команда художников и программистов. Как и в случае с третьим Warcraft'ом, часть этих людей неизвестна. Да, они были сотрудниками, они внесли какую-то роль, но и судьба просто остается загадкой. Я тут выделю 58 основных лиц, которые сделали Warcraft Warcraft'ом, которые сделали ванилу привлекательной даже по меркам нашего времени. Из 58 главных лиц, создавших World of Warcraft, 29 покинули компанию, 3 человека с непонятной судьбой и 26 по-прежнему работают в Blizzard. В данном случае, количество людей, которые спустя время продолжают работать, относительно велико. Особенно учитывая, что Warcraft создавался более 16 лет назад. Немалая часть этих сотрудников имела опыт работы только в Blizzard по 20 лет. Но все-таки компанию покинула кучу народу. Какие основные лица покинули компанию? Марк Керн, некогда один из руководителей команды разработчика World of Warcraft. После ухода из компании образовал сообщество Лига для геймеров, которое занималось отстаиванием интересов игроков. Карлос Гуэрреро был старшим продюсером команды разработчиков. Ушел из Blizzard и попал в компанию Electronic Arts. Оттуда менее чем через год его уволили. Уволили по причине несоответствия стандартам Electronic Arts. Сэм Лантинга, человек, который создал как таковую систему аддонов в Warcraft'е, работал над интерфейсом игры и принимал участие в создании системы фазирования и системы батлграундов. В 2011 году покинул компанию. Дэвид Рэй был инженером-программистом, работал над базами данных, серверной частью игры и взаимодействием последней с игровыми заданиями. Также причастен к системе карт, в том числе эффекта, когда персонаж открывает какую-то новую локацию на карте, а также один из главных создателей WoW Edit. Последняя программа, грубо говоря, позволяет разработчикам создавать локации для Азерота. По сути, это программа, которую используют по сей момент. Стала WoW Edit одним из главных инструментов геймдизайна. Дэвид Рэй ушел из компании в 2007 году. Бо Белл, дизайнер уровней. Благодаря ему были созданы такие локации, как Лок-Мадан, Темнолесье, Лунная Поляна, Тысяча Игл, Серебряный Бор, Дуратар. Помимо этих локаций, активно помогал другим дизайнерам уровней делать остальные зоны Азерота. Проработал некоторое время в Blizzard после релиза ванилы, затем покинул компанию ради создания другой MMORPG игры. Кевин Джордан,
Геймдизайнер, внесший настолько большой вклад в Warcraft, что даже сейчас его помыслы дают о себе знать. Был одним из 3 оригинальных геймдизайнеров Warcraft. Занимался созданием и проработкой разных систем, которые по итогу вошли в финальную версию игры. Первая важная система — это система PvP. Игроки могут сражаться, получать звания, ранги, очки чести и так далее. Вторая система, без которой нынешний Warcraft невозможно представить — деление игроков на 2 фракции — Орда и Альянс. Тогда, в те далекие времена, не очень было понятно, как делить расы из 3-го Warcraft'а на друзей и врагов. Вместо системы «каждый сам по себе», которая была в других ММО тех лет, он вдохновил руководство на введение 2 фракций, живущих по сей день. Третья система — это система классов. Он создал все 9 классов с нуля, а также, что еще немаловажно, создал практически все заклинания в ванильном Варкрафте. Четвертая система — это система веток талантов. Помимо самой идеи талантов, он разработал сами таланты. Короче говоря, внес огромный вклад в World of Warcraft. Ушел из компании в 2010 году. Амар Гонзалес начал работать в 2003 году. С годами стал главным инженером-программистом. Особенно сильно проявил себя пару лет назад при создании перезапуска классической версии Варкрафта. По легенде, он взял современный клиент игры, современный сервер, научил интерпретировать старые классические данные, на несколько недель заперся в подвале и выпустил то, что стало прототипом перезапуска классической версии Варкрафта. Было там, конечно, кучу багов и ошибок, но это было гораздо лучше, чем если бы она перезапускалась на старом оригинальном клиенте игры, который еще черт знает где нужно было найти. Во время беты перезапуска классики запомнился игрокам как крутой чувак, делающий крутые массовые ивенты. Покинул Blizzard в апреле 2021 года. Не считая вышеописанных сотрудников, была масса людей, которые внесли безумный вклад в мир Азерота. От Криса Мэтсона до Джеффа Каплана, но на перечисление заслуг каждого и ролика не хватит. Да и по большому счету их роли и так многим известны. Некогда глава и основатель Blizzard Майк Морхэм покинул родное гнездо и создал свою новую компанию Dreamhaven. В эту компанию, как бы это странно ни звучало, начали активно переходить старые ветераны. Тот же самый Амар Гонзалес, создатель протоклассики, перешел из Blizzard именно в компанию Dreamhaven. И по сути вся Dreamhaven и состоит из ветеранов. В эту же компанию вошли даже старички из той двадцатки, делавшие первые Варкрафты. Но по каким причинам уходят ветераны и насколько все плохо? Что мы имеем? Из 20 главных создателей первых Варкрафтов осталось только 7 человек. Из 32 главных создателей третьего Варкрафта осталось 13 человек. Из 58 главных создателей ванильного Варкрафта осталось 26. Из компании ушло очень много людей, на которых и строился старый добрый мир Азерота. Тем не менее, что также стоит отметить, учитывая, что с момента выхода ванилы прошло более 16 лет, 26 создателей, которые по сей момент работают в Blizzard, это тоже весьма внушительная цифра. Если верить бывшим сотрудникам, как немаловажная роль ухода из компании – это влияние Activision. В 2019 году высокопоставленные сотрудники Blizzard начали ливать из компании по причине, цитирую, «низкой морали внутри компании». Особенно явно, если верить этим сотрудникам, это было видно в киберспортивном отделе. Тамошних сотрудников едва ли за людей считают, а их босс по имени Пит Властелик. Человек, который почти ничего не знает о киберспорте, но только дай ему повод испортить настроение, как он сразу это сделает. В августе 2020 года сотрудники начали массово жаловаться, что им не дают обещанные прибавки к зарплате. Сотрудники начали бунтовать буквально из-за того, что им не всегда хватает денег сводить концы с концами. А обещания «завтра, наконец, вам повысим зарплату» так и остаются «завтра повысим вам зарплату». И это все на фоне того, когда Бобби Котик получает премии в десятки миллионов долларов. То же самое касается и спонтанных увольнений. В том же 2019 году было уволено больше сотни сотрудников, многие из которых пусть и не были вышеописанными в таблицах главными лицами, все равно играли важную роль в комьюнити Варкрафта. Узнали они об этом увольнении в день увольнения. Октябрь 2020 года повторил эту ситуацию. Версальский отдел Blizzard во Франции решили закрыть. Сотрудники об этом узнали практически так же, спонтанно. Это вызвало огромную бурю негодования со стороны сотрудников, вплоть до того, что были устроены забастовки работников. Короче говоря, где-то последние года 2-3 обстановка внутри компании достаточно напряженная. Спонтанное увольнение, гнет со стороны боссов в некоторых отделах по типу киберспортивного, моральные проблемы и многое другое. Но даже так, несмотря на все это, в компании по-прежнему работает относительно большой процент старых ветеранов. Однако, учитывая весь долгий путь этих сотрудников, смог ли сохраниться в компании принцип «игра для игроков»? Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр, удачи!